Всем привет, с вами канал Baltic Sales. Сегодня у нас новое приобретение. Это две камеры Reolink. Они с батарейкой, заряжаются от солнечной панели. Идея у нас возникла такая, чтобы их повесить на лодку. Пока я во временное место повешу и посмотрю, как они будут работать без дополнительного питания. Так сказать, сделаю эксперимент. А потом уже повешу на мачту повыше, если все будет хорошо работать. Идея такая пришла, потому что у нас здесь был инцидент. У нас сосед по месту в Марине, он катает учеников и отшвартовывается, пришвартовывается постоянно. И как-то было, что нам, оторвали крепление от рейлинга. Видимо, когда швартовались, хватались за нашу лодку и оторвали крепление. Сосед ничего не говорит, как будто ничего не произошло, но кто же его тогда сломал, да? Если мы здесь, в принципе, почти постоянно находимся. Неважно, то, что нельзя доказать, то нельзя доказать. А мы хотим как раз сейчас повесить, и большой плюс будет, когда мы покидаем лодку, уезжаем, например, в Эстонию, а она будет под наблюдением, и всегда из Эстонии можно будет посмотреть, что здесь происходит, и камеры сами будут уведомления кидать, если что-то рядом с лодкой не так. А может быть так, но просто кто-то ходит рядышком. Давайте распаковывать. Вот они, Reolink. Коробочка. Открываем. Что у нас здесь есть? Первое лежит, это инструкция. Такой вот упаковочки красивой. Почитаем ее позже. Потом у нас есть вот такая солнечная панель небольшая, которая должна обеспечивать, как говорит производитель, за 20 минут солнечного дня должна дать столько энергии, чтобы камера проработала сутки. Проверим. Здесь дальше всякие вот болты, шурупы, саморезы. На тот случай, если вы на разные будете устанавливать поверхности. Ну и сама камера, вот она здесь. Это камера 4К. То есть все должно быть в достаточно хорошем качестве. Висеть она будет у нас таким образом. 360 градусов поворачивается, и также вот эта часть тоже наклоняется вверх-вниз. Провод питания, зарядки. И где-то должен быть провод для подключения к солнечной панели. Также есть все виды крепления. В общем, сейчас я все распакую и вам покажу. В общем-то, здесь все виды вариаций крепления присутствуют. Можно отдельно вешать камеру, отдельно вешать солнечную панель. Есть дополнительно удлинитель для солнечной панели на 4 метра. Но я хочу, чтобы у нас панель крепилась сразу к камере, а не отдельно висела. Сейчас я вам покажу, что у меня получится в сборе. В комплекте есть абсолютно все для установки, что вам нужно. Даже такой вот ключик. Все, кроме отвертки. Потому что подразумевается, что отвертка у вас должна быть. Здесь вы видите, как раз подключается антенна. А антенна имеет такой вот уплотнитель. То есть вода проходить не должна. Она туда вставляется и герметично закрывает вход. Ну и здесь же резиновая кнопочка питания находится. И также все это будет закрывать вот такая типа небольшая крыша. Место подсоединения. В сборе получилась камера таким образом.
Но антенну можно направить вверх или вниз. Без разницы. Солнечная панель и сама камера. И такая ножка. Ножка пока будет крепиться к мачте вот такой вот штукой. Ремешком. Потому что нужно будет ее снимать, когда мы будем делать переходы. Так как нужно поднимать парус, а тогда парус не поднять. После тестового периода, когда я посмотрю, как все работает, хватает ли заряда от солнечной батареи, то я тогда установлю уже конкретно на мачту в том месте, где она мешать не будет ни парусу, ничему. Теперь мы заходим по QR-коду. Вероника там он что-то добавляет купить в магазине заметки, ну ладно. Открываем QR-код. И ничего не найдено. Понятно. Берем тогда инструкцию большую. Повторяем попытку. И вот мы выходим на скачивание приложения. Скачиваем и открываем. Так, приложение нам предлагает начать. Окей, принять. Уведомление разрешить. Отправка важных предупреждений разрешить. И теперь будем добавлять новые устройства. Добавить новое устройство. Нужно, короче, показать камере QR-код. Нет, наоборот. С камеры считать QR-код, который у нас как раз вот здесь и был на камере. Угу. Надо будет их на всякий случай сфотографировать, чтобы в дальнейшем можно было то же самое сделать, если вдруг они выгорят. Так, вот у нас камера и вот у нас QR-код. Сейчас попробую его туда подсунуть. А можно также ручной ввод выбрать и ввести. Так, потому что солнце светит, наверное, отражает. Я ввел код вручную. Не знаю, тут солнце, видно что-то нет. Так, он нашел сеть, разрешить. В принципе, у нас вот здесь Wi-Fi уже подключен, и мы его и выбираем. Ошибка. Повторить. Возможно, здесь Wi-Fi плохо ловит. Я пойду поближе к рутеру, чтобы он был ближе. Повторяем попытку. Так, разбираемся дальше тогда. Я, собственно говоря, забыл вставить SD-карточку. А она для первого подключения, судя по всему, требуется. Так, нам нужно выключить камеру сначала. Я выключаю ее. Все, она выключилась. Наоборот, включилась. Выключаю. Все, он выключен. Я опускаю вот эту вот часть. И здесь как раз место такое, где прячется microSD. Как она открывается? Вот так она открывается. И нужно его туда засунуть. Так. Таким образом. Засовываем. Все, вроде встало. Теперь главное плотненько закрыть все, чтобы туда не попадала влага. Все хорошо закрыто. Все, и теперь я, получается, повторяю попытку. Включаю камеру. Отлично. Так.
Понятно. Включите. 5 секунд. Далее. Далее. Разрешить. Теперь он ищет эту камеру и нашел ее. Так. Использовать геолокацию. Пускай использует. Пароль от Wi-Fi я сейчас напишу. Нажимаем далее. Если пароль был правильно вписан, то все должно быть хорошо. Камера вот заработала, она тут ездит, что-то там делает. Так. Пароль устройства. Для получения доступа к устройству на других платформах необходимо ввести информацию об учетной записи. Сохраните ее, бла-бла-бла, пароль и так далее. Я сейчас это сделаю, вам это тоже не покажу. Все получилось. Далее нужно было назвать как-то эту камеру. Теперь форматирование SD-карточки. Далее подтвердить, да. Меры предосторожности: не направлять часто на часто движущиеся объекты, не направляйте на сильный свет, хранить вдали от источника тепла, не направлять на зеркало. Окей, далее. Сохраните QR-код в альбоме для дальнейшего обслуживания. Сохраняем. Далее. Разрешить полный доступ. Сигнал сильный. Окей. Она сейчас работает. Так, левая камера установлена, я пойду ее обратно повешу, чтобы она заряжалась. И буду устанавливать следующую. Точно так же. И вот мы видим в нашем приложении две камеры. Слева и справа. Теперь буду тестировать и позже расскажу вам о результате. Камеры Reolink, в принципе, оправдали себя. Вот они, как вы видите, висят. Я их тестировал, она сейчас меня тоже записывает. Я потом дальше их туда повешу. До этого не вешал, потому что я хотел проверить, будут ли они работать полностью от солнца и своих батарей, будет ли этого достаточно. И в таких широтах это действительно достаточно. Аккумулятор всегда на 100% заряжен. Они снимают. Конечно, есть моменты сложности, когда, например, как вам настроить ее чувствительность, потому что они могут снимать слишком много всего, а могут что-то пропустить. И вот тут вот этот вот момент настройки очень сложный, потому что если вы не хотите, чтобы там много всего лишнего записывалось, то приходится уменьшать чувствительность. Так что, в общем, я полностью доволен этими камерами, и мы их будем в дальнейшем использовать. Могу их вам рекомендовать. Нам понравилось, как они снимают. В 4К, например, они могут снимать ночью, днем. У них есть свое освещение, если недостаточно. Если они почувствовали, что кто-то идет, они могут включить свет. И запись будет уже с освещенной территорией. Также они и без света хорошо в темноте снимают. Есть еще сирена. Можно наблюдать через интернет, например, вы улетели куда-то с лодки, можете посмотреть, что там происходит, и также вам будут приходить уведомления на телефон, если вдруг кто-то залез на вашу лодку. Вы можете видеть, например, она, видите, сейчас включилась, и она будет двигаться за мной.
Я сейчас уйду вот сюда, и она тоже развернется, смотрите. Иду дальше. Она за мной следит. Такие дела. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Не пропускайте следующее видео. Колокольчик обязателен. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся.